Значит, сижу я такой, играю и думаю, а что если поехать в Брукхейвен, который находится в реальной жизни? Почему бы это не сделать вместе с вами? Поэтому прямо сейчас мы отправляемся в настоящий город, который называется Брукхейвен. И посмотрим, какие же есть сходства и отличия с нашей игрой. Но перед тем, как мы начнем, не забывайте, что у меня есть Instagram и Discord сервер. Ссылочка на них находится в закрепленном комментарии. Обязательно переходите, я буду вас там ждать. Итак, ребята, на самом деле я очень давно знал о том, что Брукхейвен существует в реальной жизни, но было много споров по поводу того, действительно ли это тот Брукхейвен, о котором идет речь в игре, либо нет. И на самом деле, да, вроде как об этом идет речь. Давайте немножечко по порядку. Мы с вами знаем, что у нас есть вроде как два объекта. Первый — это у нас Брукхейвенская лаборатория, которая действительно существует в реальной жизни, и Брукхейвен как город, который находится у нас в штате Нью-Йорк. И знаете что? На самом деле интересно это сравнить и посмотреть, действительно ли они похожи и является ли этот город референсом для игры. Сейчас мы с вами это узнаем. Для этого, конечно же, мы придем с вами в Google карты, потому что там можно просматривать абсолютно все. И мы сейчас с вами туда отправимся и глянем, как же выглядит настоящий Брукхейвен в отличие от игры. Возможно ли мы найдем что-нибудь похожее. Итак, ребята, вот она карта, и как вы видите, здесь мы видим вот этот город. Вот он, ребята, Брукхейвен. Он действительно тут есть. И чуть выше у нас находится как раз таки, вот он, ребята, Аптон, и здесь у нас находится Брукхейвенская национальная лаборатория. Как видите, здесь огромное количество зданий. И знаете, что самое интересное? Что если мы включим просмотр дорог, внутри, ребята, района, где находится эта лаборатория, мы просмотреть не можем. Вы представляете? Но об этом мы с вами чуть-чуть попозже поговорим. Давайте посмотрим, что же у нас за Брукхейвен, как же он выглядит. И на самом деле мы видим, что он у нас находится в каком-то порту. Это у нас портовый город считается. Ну что ж, давайте залетим куда-нибудь и посмотрим. Нужно нам найти с вами хотя бы какое-нибудь начало, что ли, этого города. Давайте напишем Брукхейвен и посмотрим на его границы. Вот он, наш Брукхейвен. То есть у нас тут есть и парки, и все остальное. Ну что ж, давайте прыгнем туда и посмотрим, как это все выглядит. Вот это у нас главная трасса. Посмотрим, куда она нас приведет. У нас здесь есть вообще какая-то главная дорога или нет? Ну ладно, давайте сейчас запрыгнем и посмотрим, что у нас здесь. Итак, ребята, мы прыгаем, и вот мы находимся с вами в Брукхейвен, ну почти, точнее. Офигеть, на самом деле выглядит он достаточно таки печальненько, но может быть погода, у нас тут осень, ребята. Так, давайте посмотрим. Так, ну тут вроде ничего интересного, давайте попробуем найти какую-нибудь главную улицу, где вот как раз таки весь движ и происходит. Ребята, смотрите, тут у нас есть школа, давайте глянем, похожа ли она на школу, которая у нас есть в Брукхейвен. Запрыгиваем вот сюда. Итак, что у нас здесь? Ну, на самом деле здесь довольно-таки уютно, я бы здесь жил, если честно. Так, давайте мы с вами поедем дальше. Так, у нас школа в этой стороне, поэтому едем туда. Так, и глянем, как выглядит эта школа. Интересно посмотреть. Так, двигаем дальше, двигаем дальше. Так, и тут у нас маленький городок такой. Это типа школа? Серьезно? Это просто маленький домик какой-то. Подождите. Не может быть, чтобы это была школа. Ну что, не туда поехали с вами? Вот тут написано тупик, ребята. Действительно? Подождите. Ну вот и, пожалуйста, ваши пресловутые американские школы. Вот так вот они выглядят. А вы все, вот, поеду в Америку учиться. На самом деле не все так радужно, как вы думаете. Действительно написано на карте, что это школа. На самом деле, если сравнивать школу, которая у нас находится в игре, ну, конечно же, они очень сильно отличаются. Давайте возьмем тачку, потому что очень долго, блин, ходит он. Давай. Отличия довольно-таки большие, если честно. Так, вот это у нас школа, правильно? Посмотрите, как выглядит здесь школа и как выглядела в Брукхейвен. Я думаю, что это не одна школа, я думаю, их там много. Давайте тогда посмотрим более детально. Может быть, мы найдем какую-то действительно нормальную школу. Где у нас еще что-то может быть? О, смотрите, так, это у нас Белпорт. Это, походу, единственная школа. А нет, посмотрите, вот здание большое. Так, давайте попробуем вот сюда тогда поехать. Может быть, отсюда будет видно? А ну-ка. А, ну, ребята, вот так вот выглядит школа. Типа, она действительно вот так и выглядит. То есть это был не маленький домик. А где, кстати, тот домик, который мы видели? Да, это какое-то отдельное здание просто было. Вот школа, ребята, вот это школа. Интересно. Но она, в принципе, я не скажу,
скажу, что выглядит так же, как в игре, потому что в игре у нас двухэтажная. Окей, давайте посмотрим какие-то другие структуры, потому что, возможно, какие-то из них действительно будут похожи. Давайте, ребята, прыгнем, например, вот сюда. Давайте посмотрим, что у нас здесь. И посмотрите, у нас здесь пожарная часть какая-то. Это пожарная часть, да? А ну-ка. Да, ребята, это пожарная часть. И на самом деле они довольно-таки похожи. А ну-ка, давайте прыгнем в игру и посмотрим, как там. Где у нас здесь наша пожарная часть? А ну-ка, давайте посмотрим. На самом деле выглядит довольно-таки так же, только она у нас маленькая, посмотрите. Но здесь также есть у нас ворота для машин. Не, на самом деле они действительно похожи каким-то образом. Ну, чуть-чуть, конечно. Отличаются, не буду же точь-в-точь переделывать, но действительно похожи. На самом деле очень интересно. Очень интересно. Давайте пойдем дальше, глянем, что еще интересненького нас там ждет. Мы с вами разобрались, но я до сих пор хочу выйти на какую-то главную дорогу и посмотреть, как это все вообще выглядит. Может быть, мы найдем еще какой-нибудь, не знаю, магазинчики или что-нибудь еще. Так, ну у нас, посмотрите, блин, на самом деле, гляньте, сколько каналов. Интересно. Это у нас тоже какая-то часть Брукхейвен, потому что, смотрите, вот у нас аэропорт Брукхейвен. Давайте глянем, как у нас выглядит. Ну вот, посмотрите, здесь много всего. Возможно, это и есть какая-то центральная улица. Давайте сейчас прыгнем и посмотрим, что у нас на этой улице. Как это все выглядит. Так, ну, блин, красиво. Очень уютно. Мне вот действительно нравится, как выглядит этот городок. Так, мы подъезжаем... Стоп, мы не в ту сторону едем. Так, возвращаемся обратно. Тут ничего интересного. Какие-то магазинчики. Смотрите, ну, магазинчики довольно-таки похожи. Смотрите, это у нас типа бургерная. А ну-ка, давайте сравним с бургерной в игре. Вот у нас есть вот эта главная дорога, мы якобы по ней едем. Там у нас находится бургерная. То есть вот она стоит также под углом. Так, но это не бургерная, это столовая якобы, но на самом деле прикольно. Возможно, там много чего похоже. Может быть, это просто единый американский стиль, но интересненько. Бургеры — это хорошо. Давай, тут уже какие-то структуры начинаются. Конечно, это, я так полагаю, это какой-то жилой район, потому что в этом городе не очень так много всего. Нормально, что-то понажимал кнопки вот это вот на вашем компьютере, и все, и куда-то перенесло меня. Где этот? Что? Вот что это такое? Это банк? БНБ. Походу, да. Слушайте, но банк тут гораздо сильно отличается от того, который у нас есть в игре. А ну-ка, давайте быстренько сейчас туда полетим, посмотрим, что у нас там где. То есть тут написано ББ, то есть не БНБ, то есть не национальный банк, но, возможно, это просто так по приколу написали, но структуры, они все соединены в единое здание. Ну, на самом деле, тоже прикольно. Так, а посмотрите уже сюда. Здесь уже действительно какие-то сходства есть, потому что обратите внимание, что у нас здесь есть тоже единое здание, в котором есть разные какие-то магазинчики. И это на самом деле прикольно. Посмотрите, какой-то сервис. Посмотрите сюда, ребята. Я думаю, что это единый, конечно, американский стиль, но гляньте на вот эти вот таблички, на вот эти вот значки. Если мы сейчас переместимся в игру и посмотрим также на вот эти вот значки, гляньте, они действительно похожи. Они действительно похожи. Окей, я хочу вам показать еще одну интересную вещь, которую я заметил. Обратите внимание, что у нас здесь есть улица, которая называется Мапл Доктор. Улица, которая посвящена какому-то доктору. Если мы отправимся с вами в Брукхейвен, обратите внимание на вот этот сектор. Куча улиц, и все они состоят из наименований каких-то докторов. Давайте сейчас отправимся туда и посмотрим. То есть это у нас действительно улица вот такая. Здесь они, конечно, выглядят как жилые какие-то кварталы. Я такой первый раз вижу, если честно, чтобы тупо вот так вот улицы стояли, и все посвящены были каким-то докторам. Ну а почему так? И я думаю, что это связано с тем, что у нас здесь есть Брукхейвенская лаборатория, а там кто у нас? У нас доктора, какие-то ученые, правильно? И я думаю, что в честь них как раз-таки и были названы вот эти улицы, потому что лаборатория, я думаю, работает довольно-таки давно, поэтому, я думаю, там уже очень много нашлось каких-то выдающихся ученых, в честь которых и назвали вот эти улицы. На самом деле, очень интересно. Окей, давайте посмотрим на Брукхейвенский аэропорт, как же он выглядит. Выглядит ли он так же, как и в игре? Так, ну, вы, в принципе, видите, как он выглядит, как он внутри, вы и так все прекрасно знаете, но как он выглядит в реале? Давайте отправимся вот сюда. И здесь у нас как раз и есть заезд туда. А нет, туда мы не можем. Че, в каких-то кустах остановился? Это что такое? Окей, давайте немножко какое-то другое место выберем. Так, куда мы смотрим? Вот с той стороны аэропорт. Блин, они все закрыты деревьями, ничего не видно. Давайте отправимся в какое-нибудь место, где хотя бы видно, что, блин, это аэропорт. О, все, смотрите, видно. Отлично, так, давайте подъедем сюда. О, теперь видно, что это аэропорт.
но они, да, отличаются. Ну, видите, здесь у нас небольшая авиация, здесь малая авиация летает, поэтому тут уже не такой гражданский аэропорт, как мы думали. Но, я не знаю, да, он тоже одноэтажный, но он разительно, конечно, отличается. Но хорошо, что же касается лаборатории, потому что мы все знаем, что в Брукхейвен у нас есть агентство, которые делают какие-то тайные эксперименты. Какие же эксперименты делают в лаборатории, которые существуют на самом деле? Я уже делал об этом отдельный выпуск, вы можете посмотреть его на моем канале, но сейчас мы посмотрим, как же она выглядит, попробуем заехать туда. Как я уже говорил в начале видео, что в эту лабораторию, которая находится здесь, дорог нет. То есть, посмотрите, если мы возьмем, да, человечка, который ходит у нас по улицам, синеньким у нас улицы обозначены те, по которым можно ходить, а внутри этого района, где находится лаборатория, ходить нельзя. Что же это такое? Это, конечно же, означает то, что там что-то секретное, потому что, как вы видите, здесь есть дороги, но отправиться мы туда с вами не можем. Давайте попробуем вот сюда подъехать. Здесь у нас как бы въезд идет в эту лабораторию и в этот район, и мы посмотрим, что же там такое. Окей, едем. На самом деле он находится в какой-то глуши. Посмотрите, обратите внимание, что туда практически никто не едет, а оттуда люди выезжают. То есть, я так полагаю, это время, когда все с работы, что ли, возвращаются. Окей, смотрите, здесь нас ждет вот такой вот блокпост. Посмотрите, и дальше, все, дальше мы проехать с вами не можем. Нас не пускают. Смотрите, вышел охранник и такой нам типа: товарищи, вы назад-то поворачиваете, чё, куда вы едете-то? И фиг мы узнаем, что там у нас в этой Брукхейвенской лаборатории находится. На самом деле, очень интересно, очень странно. Конечно же, туда кого попало не пускают, потому что там же все-таки лаборатория, туда каких-то доверенных лиц только пускают. Но я увидел, что есть какой-то небольшой фрагмент, куда мы можем с вами забежать, посмотреть. А ну-ка, давайте уберем это. И посмотрите, если мы сейчас возьмем человечка, посмотрите, здесь, видите, здесь что-то есть. Здесь какой-то кружочек, давайте туда прыгнем. Посмотрите, где мы находимся, ребята. Мы находимся внутри этой Брукхейвенской лаборатории. И я так полагаю, что мы тут с какой-то экскурсией и с... Нормальная морда. Офигеть. Так, простите, если ты смотришь мое видео, I'm sorry very well, как говорится. Так, ну, на самом деле прикольно. Вау, мы внутри. Ребята, кто еще побывал в Брукхейвенской лаборатории внутри? Никто. Может быть, здесь есть, ребята, намек на агентство? Что же это такое? Ладно, я думаю, это просто какая-то наклейка. Может быть, биться головой сюда. На самом деле, Брукхейвен действительно скрывает какие-то очень интересные вещи. Как вы думаете, почему нам не дают отправиться в лабораторию? Почему мы не можем посмотреть, что там? Почему нам доступ туда закрыт? В настоящей Брукхейвенской лаборатории действительно проводятся какие-то тайные и секретные эксперименты. Напишите в комментариях свои догадки.